тот момент молодые годы, они тоже предостерегали не идти на такую ответственность, как становиться пастором, но тем не менее так получилось из-за того, что мы молодежью начинали старт во многих городах церкви, когда старший пастырь помазывал кого-то из пастырей, нужна была поддержка, потому что мы этих людей приглашали. И многих лично я знала, с ними работала, их приводила с нуля для того, чтобы они следовали за Господом. И пастырь просил помогать и поддерживать тех, кого он поставил конкретно на пасторство. И невольно через время так получилось, что вокруг стали люди собираться постоянно, которые следовали, прислушивались. И пастор решил попробовать меня поставить на служение. Но мне не верялась конкретно эта часть, что я пастырь, потому что большую привилегию наш старший пастырь, он отдавал мужчинам. Но церковь так быстро росла, мы не успевали менять здание за здание. По окраинам церкви росли и двигались. Нужда заставила и мне верить какой-то удел служения. Мне не хотелось быть самой пастором, и меня это корежило. Всякий раз, когда меня называли пастором, приходилось также преодолевать внутренний барьер, потому что мне не нравилось. Я просто человек, и Бог верил в это служение, и мне не нравилось это регалия, что я пастор. Мне пришлось это переломить, потому что видела, что одна из проблем, когда ты становишься в понебратстве с тем, кому ты служишь, они потом начинают с тобой соперничать, и практически всех, кого Бог дал возможность приблизить, они потом стали соперничать и желать занимать мое место. Поэтому я для себя поняла, что мне нужно себя позиционировать тем, что я пастырь. Но поначалу, честно скажу, мне не хотелось даже этого названия себе клеить, что я пастырь. Я просто слуга, и хочу внутри, в сердце своем прописывать, что я слуга Божья. И часто я слышала высказывание нашего старшего пастыря, что пастырь — это как тряпка половая, через которую каждый пройдет и вытрет ноги. Но на своей шкуре это хорошо ощутила. Могу сказать, что мне эта регаль, что я пастырь, она не дает большого счастья, но одно только: Господи, дай милость быть верной Тебе, служить, куда бы Ты ни призвал, что бы Ты ни сказал делать, самое главное, чтобы мне угождать небесам. Хорошо запомнила, когда первый раз пришлось столкнуться с вопросом жизни и смерти, с тем, что он нас сейчас сотрет в порошок, и он схватил все, что возможно для нашего истребления. И это была не шутка, это была полностью реальная возможность. Это заткнуло мою саможалость. Когда концентрируешься на себе, и как раз пастырь в это время проповедовал: когда тебе трудно, иди к тому, кому еще хуже.